Здравствуйте! В этом видео я хочу рассказать про новую панель, которая появилась в Ultimate Designer 18.0. Это панель View Configuration. По большому счету, это реализация старого модального диалога View Configuration, которое было во всех предыдущих версиях Ultimate Designer, в виде отдельной панели. Это изменение в Ultimate Designer 18.0 вызвано тем, что в этой версии реализован новый графический движок, который работает существенно быстрее, чем предыдущий, и не требует затратных перестроений сцены, которые раньше могли занимать от нескольких секунд до минуты. И теперь все изменения, которые вы выполняете с отображением объектов на экране, будь то включить-выключить слой, включить-выключить прозрачность, включить-выключить какой-то там примитив, все это выполняется мгновенно. Чтобы обеспечить пользователю быстрый доступ к этому функционалу, было принято решение сделать все это дело в виде панели. Такая панель, во-первых, занимает меньше места на экране, и, во-вторых, позволяет быстро обращаться ко всем этим настройкам. Напомню, как этот диалог выглядел в старой версии Ultimate Designer, и буду показывать, куда те или иные настройки из старого диалога мигрировали в новую панель. В предыдущих версиях Ultimate Designer, если вы нажимали на клавиатуре клавишу L, то на экране открывался такой гигантский диалог, который показывал большое количество всевозможных настроек, относящихся к отображению объектов на экране. Во-первых, здесь все данные на первой закладке Board Layer and Colors были разбиты по слоям, а слои, в свою очередь, были разложены по группам. Были вот группы Signal Layers, Internal Plane, Mechanical и так далее. Для каждой группы были возможности включить-выключить все слои, включить только используемые слои, ну и включить каждый слой по отдельности. Давайте теперь в целом посмотрим, как выглядит этот диалог в виде панели в новой версии Ultimate Designer и как выполняется тот же самый доступ к слоям в новой панели. Я переключаюсь в 18-ю версию, нажимаю клавишу L, и у меня открывается панель View Configuration, которая содержит две закладки: Layer and Colors и View Options. В первой закладке у вас, по сути, есть два раздела. Это раздел Layers и раздел System Colors. В первом разделе показаны все слои, которые здесь показаны в виде групп. Можно все эти группы свернуть, либо развернуть обратно. Соответственно, напротив каждой группы есть глазик, который позволяет быстро включить или выключить все слои в данной группе. Вы обратили наверняка внимание, с какой скоростью эти изменения вступают в силу. Также здесь есть кнопка Used On, которая позволяет включить все слои, которые были использованы в данной печатной плате. Здесь же показана группа Mechanical Layers и Other Layers. Стоит обратить внимание, что группы слоев Signal и Plane были объединены и теперь показаны в виде одной группы. Вот, раньше в предыдущих версиях они были показаны в виде двух разных групп. Также здесь все слои показаны ровно в том порядке, в котором они представлены в печатной плате. В квадратных скобках для каждого слоя показан порядковый номер в плате. В круглых скобках в конце названия слоя показана горячая клавиша, которая позволяет быстро включать или выключать слой. Хочу обратить внимание, что в точности те же горячие клавиши, которые работали в старом Ultimate Designer, сейчас я попробую это показать. То есть вот если я в старом Ultimate Designer нажимал клавишу L, а потом нажимал, например, клавишу 2, то обратите внимание, тот слой, который здесь показан вот этой вот клавишей 2, это 7-й оказался в списке, да, то он, соответственно, включался, и он же этой клавишей выключался. Соответственно, если я буду делать такое же изменение в новой версии Ultimate Designer, я нажимаю L, фокус переходит в панель View Configuration, и нажимаю клавишу 2, то я, соответственно, включаю слой номер 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8. По сути, как на пианино я играю на клавиатуре, и я те же самые слои включаю или выключаю с помощью комбинации клавиш. Не все даже продвинутые пользователи знали про такой функционал, но в целом довольно-таки удобно это использовать. Еще раз я вернусь в предыдущую версию диалога. Кроме того, что у меня были слои показаны в виде групп, у меня была возможность создавать так называемые пары слоев. Например, те слои, которые должны предназначаться для рисования компонентов и должны быть представлены в виде топ-части и ботом-части, их в старой версии Ultimate Designer нужно было в специальном диалоге Layer Pairs назначать пары соответствующих слоев. В новой версии Ultimate Designer такие слои представлены в виде отдельной группы, называется Component Layers. И здесь есть две колонки. Колонка Top — это, собственно, топ-часть и bottom. В этой группе, во-первых, представлены системные слои Overlay, Solder и Past.
Ну и вот здесь те же два слоя добавлены, это уже пользовательские слои. Если человек, например, хочет добавить сюда какой-то свой слой, например, я хочу добавить слой Assembly, который будет использоваться для сборочного чертежа, ну и мне, собственно, нужно иметь Top Assembly и Bottom Assembly. Я нажимаю правой клавишей. Здесь, во-первых, есть кнопочка EDD Mechanical Layer, можно механический слой добавить. Во-вторых, EDD Component Layer, Component Layer Pair. Вот я добавляю пару, я должен указать, какие старые механические слои я буду для этого использовать. Предположим, 20 и 22. Окей. У меня сейчас добавляется пара этих слоев, происходит некоторое перестроение сцены. И появляется пара слоев, по умолчанию они так и названы 21-22. Я могу переименовать и написать просто Assembly. Обращаю внимание, что я пишу именно функциональную часть имени слоя. Я не пишу Top Assembly и Bottom Assembly. За счет того, что у меня создается сразу пара Top-Bottom, то у меня здесь в закладках появились два слоя Top Assembly и Bottom Assembly. Сразу пары они добавляются. Вот. И одно из преимуществ такого подхода, я могу быстро включать и выключать сразу все слои топ-слоя, например, и включить все слои bottom-слоя. Показать все компоненты снизу, все компоненты сверху, всю графику, которая к ним относится. Такой довольно-таки быстрый доступ к этому функционалу. Кроме слоев, на этой закладке Board Layer and Colors был представлен большой-большой раздел. Это System Colors, где пользователи могут указать всевозможные системные цвета. В новой версии программы этот раздел находится чуть ниже по порядку, он по умолчанию схлопнут. Предполагается, что пользователь будет очень редко пользоваться этими настройками, чаще всего один раз в жизни они их задают и навсегда забывают. Вот. Ну, я, собственно, переключился в этот раздел. Здесь можно включить-выключить какие-то опции, задать какие-то цвета. Вот, например, там Selection цвет я обычно использую какой-то более там яркий, там, например, вот там желтый или зеленый. Вот. И после этого эту группу я всегда сворачиваю и возвращаюсь на уже такие пользовательские слои. Следующий момент. В этой же панели реализована возможность добавления группы слоев. Я покажу, как этот функционал использовался в старой версии. Это было за пределами вот этого диалога. Вот здесь вот внизу была кнопочка LS, или этот диалог был Design Manage Layer Sets и Board Layer Sets. Открывался отдельный диалог, который позволял задавать группы слоев. Тут довольно-таки много было функционала, импорт-экспорт групп, новый сет добавить. Вот я, например, добавлял новый сет. Либо его можно было вручную создать, либо from current visible layers. Это означает из тех слоев, которые сейчас на экране показаны. Ну и дальше после галочки включал слои, которые нужны, и, в общем, занимался созданием слоя. Как это выглядит в новой версии? В новой версии все довольно-таки проще. Я, предположим, включаю те слои, которые я хочу использовать. Там, например, вот, выберу все слои, которые относятся к плейновым слоям. Точнее, даже не так. Я включу все сигнальные слои, которые не содержат полигонов. Да? Я вот включаю все слои, у которых пометка Signal есть. Вот у меня буквально 5 таких слоев всего лишь оказалось. И я вот, например, хочу, чтобы у меня все сигнальные слои были в отдельной группе. Я здесь нажимаю кнопку «Добавить новую группу слоев», выбираю и пишу, что эта группа у нас No Planes. Это у меня группа, которая не содержит плейнов. Нажимаю Enter, и у меня такая группа сохранилась. Теперь, например, через меню Design, как и раньше, я могу посмотреть, что у меня вот есть группа, и появилась группа No Planes. Я могу, например, показать все слои, и могу показать Design, Manage Layer Sets, No Planes, то есть переключаться между группами. Таким образом, вот этот вот функционал, который раньше был в виде отдельного гигантского диалога, с довольно-таки избыточной функциональностью, реализован в виде вот этих нескольких строчек, где пользователь может довольно-таки быстро создавать новые группы слоев. Следующий функционал, который тоже был перенесен вот в эту вот панель, это возможность сохранять конфигурации. Обратите внимание, вот в старом диалоге большой-большой раздел в левой части, который показывает список конфигураций, возможность создавать новые конфигурации, загружать. Ну, на мой взгляд, довольно-таки избыточный функционал для этого диалога. Вот, он реализован в новой панели на закладке View Options. У меня есть вот этот выпадающий список Configuration. Я могу посмотреть список этих конфигураций. И, собственно, здесь же я могу, используя кнопочки «Добавить», «Удалить», «Сохранить», редактировать эти конфигурации. То есть вот тот большой раздел настроек, он, по сути, заменен одной вот этой строчкой. Кроме этого, на View Configuration у меня находится довольно-таки, скажем так, большой набор настроек, который в старой версии находился на закладке Show Height.
где можно было показать, не показать примитивы разного типа, Transparency, где можно было включить Visibility для тех или иных примитивов по слоям, и View Options — это дополнительные настройки. Здесь это у меня все находится вот на этой закладке View Options. И обратите внимание, я могу нажатием глазика показать, скрыть все примитивы. И могу, например, включить обратно примитивы, скрыть только румы, только, например, там регионы, координаты и 3D тела. И, например, я могу галочкой быстро включить Draft Mode для всех примитивов. И в точности также могу его выключить. И могу задать прозрачность с помощью вот этого слайдера. Вот. В старой версии была возможность задавать прозрачность для каждого примитива на каждом слое, но данная функциональность вроде бы считается избыточной, и сейчас в новой версии программы есть возможность только для примитивов указать прозрачность, она будет работать для всех слоев одинаково. Этот же функционал в старой версии программы был доступен по горячим клавишам. Пользователь мог нажать, например, Ctrl-D, открывался диалог View Configuration сразу на закладке Show Hide, и пользователь мог нажимать клавишу F, D или H, соответственно, это кнопки Final, Draft и Hidden, и переключал Draft Mode, все примитивы, Hidden, скрыть все примитивы, либо F, показать все примитивы. В точности такой же функционал реализован в новой версии программы. Обратите внимание, я нажимаю Ctrl-D, у меня фокус становится в панель View Configuration, сразу на закладке View Options. Я попробую это повторить. Если я, например, эту панель, предположим, закрою, вот, и нажму, например, Ctrl-D, то у меня эта панель открывается сразу на закладке View Options. И если я, например, нажму клавишу D, то у меня все примитивы включаются в Draft моде. Если нажимаю F, то они все видимые, и H, Hide, они все скрыты. Вот, ну, собственно, нажатием глазика я могу их все обратно вернуть. Я могу включить трехмерный режим с помощью клавиш 3 и 2. И то же самое я могу использовать вот эти вот переключатели On-Off. Здесь же, кстати, есть подсказка, что 2-3 клавиши делают то же самое. Например, я нажимаю кнопку, включился в 3D, и нажимаю клавишу 2 на клавиатуре, возвращаюсь обратно в 2D. Здесь же я могу включать-выключать Single Layer Mode. Раньше это можно было делать только с помощью клавиш Shift-S, то, что я сейчас делаю. Сейчас это можно делать с помощью вот этих вот кнопок. Если я включаю трехмерный режим, то в 3D режиме я могу включить ортографическую либо перспективную проекцию, и я могу включить-выключить все 3D модели отображения. Добавлена горячая клавиша Shift плюс 3 для этого. Вот здесь же указаны цвета примитивов на экране, маски, пасты и так далее. И цвета я могу задавать либо реалистические цвета, как они будут заданы вот в этой таблице, либо такие же цвета, как они заданы в настройках на закладке Layer and Colors. Обратите внимание, что видимость солдеров и силкскринов сейчас определяется тем же списком, что и для двухмерного режима. Я, например, сюда захожу, включаю все слои компонентов. Ну, собственно, они вот у меня в 3D как раз и включились. Вот эти галки, они работают и для 2D режима, и для 3D режима. Вот, что здесь еще осталось? Хотелось бы сказать про одну хитрую опцию, которая была в старой версии программы, но мало пользователей про нее знало. И сейчас она довольно-таки интересно реализована. Это опция, вот эта вот колонка Single, она позволяет какой-то слой включить в Single Layer режим. То есть у нас Single Layer Mode, он будет показывать только текущий слой, плюс тот слой, который здесь отмечен вот этой галкой. Вот. В новой версии программы, например, если я хочу... Сейчас давайте я переключусь в двухмерный режим, чтобы у меня был доступ к этим слоям. Если я, например, хочу, чтобы Board Shape слой у меня всегда в Single Layer моде отображался, то я навожу курсор на глаз, здесь написано нажмите Ctrl и клик для того, чтобы включить Single Layer Mode. Ctrl-клик, здесь появляется такая специальная иконка, глазик с квадратиком. Это означает, что этот слой в Single Layer моде всегда включен. Ну и давайте посмотрим. Я вот сейчас Shift-S включил все слои, Shift-S включил Single Layer Mode и обращаю внимание, что зеленый вместе с красным слоем, красный у меня активный, да, он один виден, и зеленый тоже, соответственно, отображается. Вот. Ну, на мой взгляд, панель реализована довольно-таки лаконично, вот, занимает мало места на экране. Опять же, рекомендуется, чтобы она всегда была расположена именно в левой части над панелью Projects, Properties, потому что для редактора печатных плат это один из главных инструментов по управлению видимостью примитивов в рабочей области.
Спасибо вам за внимание.